15 минут. Ай, у нас полно работы. Может, лучше делом займетесь? Друг, расслабься, ладно? Утром каждый из нас написал по модулю. Небольшой перерыв. Защита от копирования, конфетка. Стоп, ты писал защиту? Да. Я писал защиту. Нафига ты писал защиту? Я же сказал, я пишу защиту, ты обработку ошибок. А я думал, косяки и ошибки — твое второе я. Да, я ловлю ошибки Скрам? каждый день. Да, скрам. Скрам. Всем привет! Сегодня я бы хотел поговорить о том, что же такое метод Scrum. И в данной презентации мы рассмотрим с вами метод Scrum, обсудим основные принципы данного метода. Есть преимущества, разумеется, есть недостатки, о них мы тоже поговорим. И давайте будем начинать. Для чего нужен Scrum и что это вообще такое? Scrum — это структурированный подход к управлению проектами, который помогает командам работать более эффективно. Другими словами, Scrum основан на нескольких основополагающих ценностях, которые позволяют нам использовать его в работе и совершенствовать, да, и повышать эффективность нашей работы. Scrum основан на трех основных ролях. Это Scrum Master, владелец продукта и команда разработки. Scrum Master — это никто иной, как человек, который помогает команде Scrum следовать принципам и практикам этого самого Scrum метода. Владелец продукта — это человек, который отвечает за видение и требования к продукту. Ну и команда разработки — это, конечно же, группа людей, которая выполняет работу по разработке этого самого продукта. Соответственно, у нас есть несколько дополнительных моментов, которые стоит озвучить относительно того, что же такое Scrum. Во-первых, Scrum — это не что иное, как итеративный и инкрементный подход к управлению проектами. Проекты в Scrum делятся на короткие промежутки времени, называемыми спринтами, которые обычно длятся от 1 до 4 недель. В начале каждого спринта команда Scrum планирует работу, которую она хочет выполнить в этом спринте. В конце каждого спринта команда Scrum демонстрирует свою работу заинтересованным сторонам и получает обратную связь. Соответственно, Scrum имеет достаточно много интересностей. Ну, давайте поговорим про преимущества Scrum. Scrum имеет ряд преимуществ, которые могут сделать его ничем иным, как ценным инструментом для команд, работающих над сложными проектами. Scrum может помочь, во-первых, поднять производительность, наше качество и адаптивность. Также метод Scrum может помочь командам работать более эффективно вместе, что приводит, конечно же, к снижению текучести кадров, также к улучшению рабочих процессов. При этом ваши команды будут быстрее доставлять ценность продукта, да, к своим конечным клиентам. Что, конечно же, приводит к чему? Правильно, к повышенной удовлетворенности клиентов. И, разумеется, таким образом вы выстраиваете конкурентное преимущество. Другими словами, у Scrum у нас есть три основных момента. То есть в качестве преимущества мы можем выбрать три элемента, такие как Scrum может помочь командам работать более эффективно вместе. Затем Scrum может помочь нашим командам улучшить свою продуктивность, качество и адаптивность. То, что я уже говорил ранее. Ну и, конечно же, Scrum помогает командам быстрее доставлять ценность продукта своим конечным клиентам. Ну и не обойдется и без недостатков. Давайте поговорим также и про недостатки Scrum. Что у нас здесь есть? Правильно. Помимо того, что у нас есть преимущества, у нас есть и недостатки. Несмотря на все свои преимущества, Scrum также имеет некоторые недостатки, о которых я хочу с вами поговорить здесь. Во-первых, Scrum-система может быть сложным процессом для внедрения и требует обучения и подготовки. Также Scrum может быть неподходящим для некоторых типов проектов. Например, для проекта с фиксированными сроками или бюджетами,
Ну и Scrum может привести к перегрузке команды, если вы управляете, ну, грубо говоря, если ваш Scrum-мастер делает что-то неправильно, то тоже не очень хорошо. Поэтому я готов выделить 3 откровенных недостатка системы Scrum, которые представлены на экране. И что касается последнего, то что Scrum может привести к перегрузке команды, если не управлять им должным образом, это естественный процесс. Поэтому если ваш Scrum-мастер делает все правильно, то в таком случае никаких перегрузок и выгораний в команде быть не может. А значит, вы прекрасно работаете над проектами и успеваете делать все, что вам необходимо. Также в процессе давайте посмотрим на небольшой пример, который относится к реальному процессу в жизни команды, разработки и любой компании, которая работает над проектами. Так, от правил фильтрации мы переходим к потоку работ. В этот момент стикер переезжает из холодильника в колонку в работе и висит там, пока не попадет в тестирование. Это повышает наглядность прогресса нашей команды. А это, господа, и есть скрам. Так мы и будем жить ближайшие 2 месяца. Стало похоже на работу. Итак, вот эти карточки я добавил в сагу об обработчике входных данных. И в ней 3 рассказа. Как по-вашему, насколько они долгие? Не знаю, без разницы. Часа по 4 на шаг? Да, тебе точно. На каждую задачу 3 часа максимум. Не задачу, рассказ. Сам ты рассказ, один раз не пидорас. Так, вот как поступим. Каждый возьмет по рассказу. Вот так. И посмотрим, кто прав. Видишь, что он делает? Сталкивает друг с другом, чтобы мы быстрее работали. Он думает, что эта его хрень про психологию менеджмента будет нас мотивировать. Ладно, не соревнуйтесь. Пишите с любой удобной скоростью. Джаред. Я их хорошо знаю. Боюсь, скрам с ними не прокатит. Ты просто доверься системе. Значит, будем работать на расслабоне, да? Конечно. А чего ты запечатал быстрее? Нифига. Может, просто мой расслабон пошустрее твоего? Вот засранец. Ура! Пацаны, на улицу выходили? Сходите, посмотрите. Нетушки. Съебись, мы работаем. Ух ты! Всем спасибо за внимание. Всем пока.